Биткоину понадобилось буквально пару дней для того, чтобы закрепиться выше 30 тысяч долларов и уверенно пробить нереальное сопротивление выше 31 тысячи. И самое интересное, что это произошло после того, как в нашем прошлом видео я несколько раз вас предупредил, что биткоин не будет останавливаться, а он продолжит свой рост. Особенно после вчерашнего решения суда, который теперь требует от SEC повторное рассмотрение заявки на ETF от Grayscale, из-за чего будущее одобрение ETF можно считать стопроцентным. Но сегодня в видео мы поговорим уже об альткоинах, которые после такого активного булрана биткоина начинают фиксировать от 20 до 70% роста. Я специально провел подробный анализ рынка и подготовил для вас несколько монет, которые зафиксировали самые большие проценты профита за последнее время, как, например, Link, который вырос на 50% всего за 4 дня. Сегодня мы с вами разберем главные катализаторы роста таких монет, составим фундаментальный и технический анализ, чтобы понимать, на каких уровнях стоит их покупать и как на этом заработать, а также вы узнаете, как манипулирование южнокорейских бирж сыграло ключевую роль в росте рынка альтов. Обязательно смотрите видео до конца, а если вы желаете увидеть вторую часть лучших альтов, за которыми вам точно стоит следить, поставьте видео лайк. Мы благодарны каждому, кто поддерживает наши ролики, ведь таким образом мы выпускаем новый контент гораздо чаще, так что приятного вам просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, давайте начинать. Что ж, друзья, начнем мы сегодня с монеты, которая стала одним из лидеров роста прошлой и этой недели, а называется она Solana. Да, Solana это чуть ли не самая любимая монета у многих криптоинвесторов, ведь за последние 10 дней ее цена выросла на 30%, из-за чего Solana уверенно подвинула ADA и вырвалась на 7-е место в рейтинге криптовалют. Те, кто смотрел вот этот наш топ, знают, что я рекомендовал покупать Solana, когда она еще торговалась ниже 20 долларов. А также у нас в Telegram выходил пост о том, что Solana стала лидером недели. Кстати, о Telegram. Если вы до сих пор на него не подписаны, то обязательно подпишитесь, ведь все самые свежие новости и актуальные события первыми публикуются именно там. А если ты подпишешься прямо сейчас, то узнаешь название 5-го альткоина, который сейчас просто взрывает рынок своим движением и имеет нереальный потенциал на дальнейший рост. Насчет Solana я для вас нашел несколько главных катализаторов недавнего роста. Во-первых, за прошлую неделю инвесторы отправили в Solana 15,5 миллионов долларов, а за весь 2023 год Solana получила приток капитала в размере 74 миллионов долларов. Собственно говоря, это и есть первая причина, по которой вам следует следить за ценой Solana, ведь она обогнала все фундаментальные монеты, а за последние 10 месяцев ее цена выросла с 10 до 30 долларов. Также стоит отметить новый годовой максимум заблокированных средств в сети, которые составляют более 350 миллионов долларов. И если раньше все боялись, что FTX будет продавать Solana после разрешения суда, руководители поступили умнее и отправили 122 миллиона долларов в Solana в стейкинг, поэтому в ближайшее время крупные продажи не намечаются. Все эти цифры и данные подчеркивают то, что Solana является одним из самых любимых альткоинов на рынке крипты. Если посмотреть на график, то Solana после такого пампа получила сопротивление в диапазоне от 30 до 31 доллара, которое также было зафиксировано и в июле. Тем не менее, потенциал роста, конечно же, остается, ведь когда Solana проведет успешную консолидацию вот в этом диапазоне, следующей целью станет уровень 35 и 40 долларов, а учитывая восходящий тренд рынка, это вполне реальная цель. Следующий альткоин с недельным ростом более 30% и достаточно сильным потенциалом роста я отмечу токен Stack. Помимо общего положительного фона на рынке крипты, на рост Stack также повлияло очень важное партнерство с компанией Kapper HQ, которая занимается обслуживанием институциональных инвесторов, то есть предоставляет крупным фондам возможность безопасно купить, хранить и продать криптовалюту. Так вот, Kapper HQ интегрировали в свой сервис функции Stack, ведь Stack является одним из лучших блокчейнов второго уровня для сети биткоина, предлагая важные функции, такие как смарт-контракты и расширенные возможности масштабирования. На фоне этого партнерства токен STX сразу вырос на 10%, и после того, как биткоин пробил 30 тысяч, он подхватил этот общий восходящий тренд и сейчас движется синхронно со всем рынком. На графике все так же выглядит очень даже перспективным, потому что цена STX пробила вот эту нисходящую линию тренда, под которой она торговалась начиная с марта этого года. Касательно бычьего импульса, он до сих пор остается на недельном
недельном таймфрейме. И прежде чем RCI дойдет до диапазона перекупленности, цена уже может протестировать уровень 90 центов, как это было в июне, что составит дополнительные 30% роста для монеты STX. Вообще на рынке есть мало монет, которые могли бы показать более сильное движение за год, чем биткоин. Например, DOT торгуется в минус, Polygon также движется ниже уровня 1 января. И такая же ситуация происходит с токеном AVAX. Все они торгуются на своем историческом дне, показывал хорошее движение в краткосрочной перспективе, как это было в начале года. Поэтому, чтобы зарабатывать на таких альтах, не обязательно их покупать, а можно просто открыть лонг с хорошей точкой входа, как, например, в сделке по Bitcoin Cash, которую получили участники нашей подписки Coin22 Pro. Поскольку тренд оставался восходящим, но при этом цена получила сильное сопротивление на уровне $250, аналитики Pro с помощью теханализа определили точку входа на уровне $240, а уровень закрытия находился чуть ниже сопротивления. И как результат, все участники Pro получили от 50% профита лишь с одной сделки. И, кстати, такие прибыльные торговые идеи мы предоставляем ежедневно, потому что наши специалисты следят за рынком 24/7. Поэтому, если ты также желаешь зарабатывать на профессиональной аналитике рынка, рекомендую посетить наш официальный сайт. А также для всех новичков у нас есть отличный бонус в виде пошагового обучения на старте и полного сопровождения. Мы работаем на рынке уже более 2 лет, так что если ты всегда хотел торговать с командой профессионалов, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Дополнительно нереальный рост показал токен Link, который всего за 4 дня вырос больше, чем на 50% и зафиксировал полугодовой максимум на уровне $10. А это, кстати, самая высокая цена, по которой торговался Link с мая 2022 года, когда рухнула Terra Luna. Из фундаментальных факторов, которые повлияли на рост Link, стал анонс запуска долгожданной платформы для стейкинга, которая будет предлагать более высокие проценты прибыли, гибкие условия стейкинга вплоть до 7 дней, а также максимально удобный сервис. Вот поэтому инвесторы начали скупать Link, как это было, когда анонсировали первую бета-версию этой платформы. И плюс к этому фундаментальным катализатором является активное партнерство Chainlink с крупнейшими финансовыми учреждениями по всему миру, ведь Link работает с банками над созданием токенизированных активов. Из самых высококапитализированных банков можно отметить банковскую группу Австралии и Новой Зеландии, Citigroup и Lloyds Banking Group. Но еще одним интересным фактором роста Link стали транзакции крупных китов на корейских биржах BitHub и Upbit, которые специально запампили его цену. Во время начала роста Link было зафиксировано, что BitHub и Upbit накопили около 945 тысяч Link на сумму $9 миллионов. А когда BitHub прекратила накопление и перевела 220 тысяч на другой кошелек, Link также начал корректироваться. И дополнительно на биржах продолжает оставаться более 200 миллионов Link на сумму $1,9 миллиарда, что составляет 20% от оборота. В принципе, когда на биржах находится такое количество монет, это не самый подходящий момент, чтобы начать покупать. Поэтому, учитывая такой, по большей части искусственный памп, нам нужно быть готовым к тому, что цена Link скорректируется больше всех, когда киты начнут продавать монеты и фиксировать очень хороший профит. Эта коррекция, вероятнее всего, опустит цену ниже ключевой поддержки $10, и цена отправится вот в этот диапазон, собирать ликвидность. Поэтому прежде чем покупать Link или открывать лонг, понаблюдайте за поведением цены в торговом стакане. Если киты начнут продавать, то эти крупные заявки мы должны с вами заметить. Ну а четвертый альткоин, который связан с Solana и также показал более 35% роста за неделю, стал Injective. Цена Injective начала локальный восходящий тренд еще в конце сентября. А если посмотреть на движение с начала этого года, обратите внимание, что монета зафиксировала более 700% роста. А теперь давайте я вам покажу, насколько выросла ADA, аж на целых 8%. Собственно говоря, это и стало главной причиной, почему Injective попал в сегодняшнее видео. В первую очередь он вырос из-за того, что 19 октября DEX-биржа Helix, построенная на блокчейне Injective, объявила о добавлении фьючерсов перед стартовым запуском своего сервиса. Эта функция торговли до запуска позволяет пользователям спекулировать на невыпущенных токенах до их официального запуска или листинга на бирже. Вот поэтому успешный запуск сервиса положительно повлиял на цену монеты. С тех пор, как команда Helix анонсировала эту предварительную торговлю, в сеть Injective пришли сотни новых пользователей, а данные показывают, что рост
сети Injective постоянно растет с 17 октября, а 133 новых кошелька Injective, которые были созданы 20 и 22 октября, зафиксировали самый высокий рост сети Injective аж с середины июля. Такой приток новых пользователей привел к тому, что цена монеты достигла 20-месячного пика. С точки зрения ончейн данных, трейдеры Injective всегда фиксировали прибыль, когда шумиха в СМИ усиливается. Сейчас, достигнув двухлетнего ценового пика, это весьма вероятно, но из-за активного роста сети Injective может найти поддержку на относительно высоких уровнях. Глядя на вот эти данные, мы видим, что по минимальной цене $8.67 было куплено 579 тысяч токенов, поэтому данный уровень выступает очень крепкой поддержкой для его цены, что может предотвратить крупный медвежий разворот. Поэтому если вы решите покупать Injective, обратите особое внимание на эту поддержку. В целом рынок крипты вошел в очень сильную бычью фазу, которой не было с начала этого лета. Биткоин уже пробил 32 тысячи, закрепился выше 30 и точно не собирается останавливаться. Но если взять альткоины, то вам нужно быть готовым к тому, что они более волатильны и корректируются гораздо сильнее, чем тот же биткоин. А также хочу сказать, что альткоины показывают далеко не весь свой потенциал, и альт-сезон будет не скоро, потому что сейчас доминирование биткоина превышает 52%, поскольку он более надежный и стабильный. А вот когда биткоин закрепится выше 35 тысяч, тогда инвесторы начнут задумываться о более активном накоплении альтов. Так что не спешите скупать альты на все свои деньги, а лучше подпишитесь на наш Telegram, ведь там вы первыми узнаете самое лучшее время для покупки любой монеты. Ну а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А тем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо. Мы с вами увидимся уже в следующем видео. Вам желаю удачи, до скорых встреч.